3 простых паренька смогли создать величайшую компанию Keeplerians и буквально захватить мир мобильного гейминга. С чего они начинали и что с ними сейчас? Я изучил всю доступную информацию и готов поделиться ею с вами. Всем жителям Ютуба привет, меня зовут Кирилл, вы на канале Capica Project, погнали! Величайший путь компании начинается с 2013 года. 3 человека основали компанию eTorque Games. Это были Пабло Окасар, Александр Камарера и Ион Окасар. Каждый занимался своим делом. Пабло был программистом и писал код для игры. Ион Окасар также писал код. Ответственность ложилась и на Александра. Он был художником и занимался визуальной составляющей игр. К слову, Пабло и Ион являются близнецами, и оба при этом программисты. Студия, кстати, располагалась к северу от Испании. Первой игрой их студии стала игра Crazy Defense, которая, грубо говоря, была тестом. Но даже тогда студия вложила всего лишь тестовую игру душу, и получилась довольно качественная игра, как будто от профессионалов. В этой игре вы помогаете Дэну, человеку, которого считали сумасшедшим и который был доставлен в психушку. Дэн обладает способностью управлять объектами вокруг себя силой мысли, но он не может контролировать их очень хорошо. Веселая игра, в которой нам нужно выбраться из этого места, сражаясь с врагами и получая таблетки. Игра не набрала большой популярности и была утеряна. Впоследствии через год игра была улучшена и обновлена, изменив название на Mad Den 3D Tower Defense. И на этом путь данной игры заканчивается. Через год выходит самая популярная игра от eTorque Games – Cozy Creeper. Игра в стиле Cozy Road с элементами Майнкрафта. Бесконечная аркадная игра, которая набрала более 5 миллионов скачиваний. Интересное совмещение Майнкрафта, Cozy Road и других игр. Кстати, у игры даже есть мультиплеер. Я, кстати, сейчас там. Зайдите кто-нибудь. Пожалуйста. После такого успеха компания делает сначала игру Puzzle Hopper, которая является сочетанием гонок и головоломок. Игрушка получилась интересной и веселой, но результат получился не очень. И через год они делают еще одну игру. Это Cruising Hopper Hay Farm. По стилистике игра похожа на Cozy Creeper, но здесь нам нужно карабкаться по горам, играя за животных из фермы дяди Аркаши за 300. Но это еще не конец успеха популярной игры. Через пару месяцев выходит игра Cozy Robots. Вам нравятся роботы? Если да, то заходи в еще одну игру наподобие Cozy Creeper, где идентична не только стилистика игры, но и еще старый геймплей из Cozy Creeper. А если нет, то знаешь, кого ответ? В итоге игра что-то как-то ни туда, ни сюда, и на Cozy Creeper и все его игры забили болт. Дальше идет игра Left Our Right, где вы палка, движущаяся по зигзагообразной линии. Используйте стены и отверстия на доске, чтобы уйти далеко в этой игре в стиле пинбол. Но это еще цветочки по сравнению с игрой Climb the Wall, которая также получила неплохой успех. Здесь вам нужно лезть на стенку, все выше и выше. Но самое интересное, что в игре есть мультиплеер. Его определенно добавили в игру после успеха релизной версии. И, разумеется, вышел сиквел Climb the Wall 2. Теперь у игрока новые методы лазания и новые костюмы. Неужели это все игры от eTorque Games, и дальше они в конце концов создадут The Nun? Survival Mini Games, My Catfish, Last Zombie Hunter, Farm Animals, Mushroom Maze Online, Turbo Slicer, Bubble Ninja Frog, Cozy Football Zombies, Pirate Party Online, Hamster Basket, Conus Iron, One Puzzle Band. И все эти игры вышли в разные года. Просто они мне показались не особо интересными. Но есть игра, которая очень сильно повлияла на eTorque Games. В 2015 году компания создает игру Slender Island. Slender и вся его семейка была на волне хайпа в то время, и компания решили создать свою первую хоррор-игру. Но игра не набрала популярности и затерялась среди других игр про Слендермена. В 2018 году разработчики решили попробовать еще раз, поскольку хорроры были на волне хайпа. Грэнни. Очень понравилось им, и они решили сложить 2 и 2. Дело в том, что все 3 друга разработчика учились в одном классе, и школа-то была не простой, а школой монахинь. Вдохновившись реальной историей, которая произошла в Ирландии, где похищали женщин и заставляли их работать в прачечной, компания создала игру The Nun. И уже тогда студия была переименована в студию Keeplerians Horror Games. Создание The Nun было их последним шансом создать прибыльную и стабильную компанию. Суть игры в том, что вы маленький ребенок, которого наказали и отправили в специальную школу, где за главного отвечает только один человек.
монахиня. Тогда вам нужно попытаться сбежать из школы так, чтобы вас не поймали. Игра прошла множество проблем. Например, было очень много клонов, которые копировали игру. Ну и самой страшной проблемой оказалось удаление игры из Google Play из-за авторских прав с фильмом The Nun, вышедшим также в 2018 году. Кстати, в прошлом году вышла вторая часть. И разработчикам пришлось переделать игру The Evil Nun. Теперь игра не просто переработана, но еще была даже представлена на F2P Campus. Keeplerians залетели туда и показали игру, которая была очень хорошо принята критиками. И они сделали для Keeplerians кое-что еще. Они помогли компании хорошо монетизировать игру, и при этом, чтобы они оставались бесплатными для всех. Игра стала самой успешной из успешных и собрала вокруг себя большую аудиторию. После этого были большие обновления, которые привели нас к интереснейшему финалу истории. Сейчас игра Evil Nun наполнена большим количеством разнообразия. Магазин, монеты на карте и даже новый режим игры «Сон». После успеха Keeplerians выкупает игру Psychopant Hunt от Calypso Games и переделывает ее под известную игру Mr. Meat. Игра также получила гигантское количество обновлений, где есть сразу 3 хорошие концовки. Успех Keeplerians был ошеломляющим. Но все еще раз изменилось с выходом игры Ice Cream. Игра, которая разорвала интернет и получила 8 сюжетных глав и несколько дополнительных игр. Сейчас Keeplerians переживает не самые лучшие времена, как это было раньше. Последняя игра Angry King, мягко говоря, не стала успешной. Посмотрим, что из этого будет дальше. Что ж, я рассказал вам об истории студии, которая изначально делала совсем не хорроры, но дошла до того успеха, который мы наблюдаем сейчас. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, а я пошел делать новые видео. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока-пока. До скорого. И даже если нет